Что может быть страшнее для Леди Баг, чем раскрыть ее тайной личности главному злодею? Ладно, это и правда нагоняет жути. Как и новая 8-я серия 6-го сезона Леди Баг и Суперкот «Вампигами». И нет, эта серия никак не связана с Кагами. Это сочетание слов «вампир» и «оригами». Но все не так важно на фоне раскрытия личности Леди Баг, плана секретной организации, полного краха Адринета и других важных деталей новой серии, которые я подметил и точно могу сказать вам, нам нужно серьезно поговорить. И серьезно должны поговорить вот эти ребята, которые очень сильно поддержали меня на бусте, за что огромная вам благодарность. Ну а мы начинаем. Кто же на этот раз у нас главная звездочка новой серии? Многие скажут Роуз Левиллион, но нет. Это Лайла, Шерис, Хризалис, дочь слепой женщины, мама Хантер или как ее там зовут, я не знаю. Хочется начать с того, что впервые Хризалис аккуматизировала жертву не для того, чтобы получить талисман Леди Баг Суперкота. Нет, цель ее разоблачить Маринет и раскрыть ее тайную супергеройскую личность, что у нее почти получилось. Зная, что Маринет придет в кинотеатр, она заперла все выходы, почти все, чтобы никаких других мест, кроме как уборной, Маринет не рассматривала для перевоплощения в Леди Баг. Хоть Адриан и нашел другое укромное местечко. Только благодаря тому, что Тики подметила неладное и заметила скрытую камеру, Леди Баг удалось предотвратить свой крах. Это была очень напряженная сцена, и действительно видеть Леди Баг на грани поражения перед таким хитрым и опасным злодеем очень интересно. Однако, есть одна большая проблемка. Если вы не понимаете, о какой проблемке идет речь, то многовероятно вы не смотрели новую 8-ю серию 6-го сезона Леди Баг Суперкот в русской озвучке. А не видели, потому что наверняка не подписаны на телеграм-канал Нуар Шоу. Ведь с постоянными выходами новых серий, трейлеров и новостей не хочется ничего потерять из виду. И всегда хочется наслаждаться новыми сериями в день их премьеры. Поэтому советую перейти по первой ссылочке в описании и оформить подписку на телеграм-канал Нуар Шоу. Так все же о чем я? Все просто. О рояле в кустах. Без какой-либо причины Тики сразу, как только Маринет забежала в уборную, начала осматриваться на предмет скрытых камер и подобное. К этому не было подводки. Это не характерная черта Тики. Это просто есть. И это самый разочаровывающий момент серии. Если бы мы ранее видели, как Тики перед перевоплощением уделяла хотя бы несколько секунд, чтобы убедиться в отсутствии камер или свидетелей, то проблемы зрительского восприятия в этой сцене не появлялись бы. А так, интересную и очень напряженную завязку серии просто в мгновение слили, чтобы не завершать сюжет мультсериала раньше времени. Хотя план Хризалис был очень интересный. Из 10-й серии 6-го сезона «Темный замок» мы уже могли подметить интересную деталь, что Хризалис уже подозревает Маринет в тайной личности. И не просто подозревает, а практически уверена на 100%. Ей только не хватает доказательств, которые она хотела получить в данной серии, но не смогла. Спасибо сценарной броне. Поэтому убедить Томе и Церуги в том, что Маринет их главная цель, не удается. Но Томе все равно доверяет Хризалис, и они продолжают искать истину, искать владельца талисмана Божьей коровки. И не могу не подметить, что Хризалис или Лайла снова скооперированно работает с Томе и общается не как заказчик с исполнителем. Явно и снова прослеживаются между ними как минимум неофициальные взаимоотношения, что снова меня подтолкнуло на мысль, которую я озвучивал ранее. Лайла наверняка кем-то приходится Томе, приемной дочерью или давним другом, но явно между ними есть какие-то личные отношения. Но сейчас они работают во благо секретной организации и проекта «Идеальный мир». Именно поэтому Лайла с Томе активно ищут владельца талисмана Божьей коровки. И в этом им наверняка помогает месье Пугнант. Да, тот самый отец Рэя Пугнанта. О чем это я? В очередной раз меня очень сильно смущает поведение Рэя и его компашки. Заметьте, что каждую секунду свободного времени они наблюдают за учащимся, подмечая все возможные детали, которые могут привести кого-то к негативным эмоциям. Если раньше можно было заявить, что Рэй это затычка Хлои, чтобы в сюжете был плохиш в школе, то сейчас я не уверен в этом. Хоть из-за Хлои и было аккуматизировано большое количество людей, но мы точно знаем, что причиной того был характер Хлои, который был и плохой, и хороший, с различными перепадами настроения. Как минимум, она никогда не преследовала цели сделать неприятно кому попало, но только тем, кого лично по личным причинам недолюбливала. Рэй же и его компашка непредвзято ищут и хотят нанести негативный эмоциональный удар по любому, кто подвернется им под руку. Не считаете ли вы это уж слишком странным? Неужели авторам было так лень создавать интересного персонажа из Рэя? Поэтому это снова меня наводит на мою старую теорию, что Рэй и его компашка являются прямыми или косвенными приспешниками Хризалис и секретной организации. Именно это бы идеально
идеально объяснила их поведение. Представьте, что Рэю был дарован приказ от его отца. Больше негативных эмоций. У нас есть подозрение, что месье Пугнант является частью секретной организации. И ради проекта «Идеальный мир» он может использовать своего сына, дабы тот сеял понемногу хаос в общество, вызывая все больше и больше негативных эмоций, провоцируя людей на аккуматизацию. И именно эта 8-я серия 6-го сезона в Ампигаме идеально это продемонстрировала. Рэй и его компашка наблюдают за учениками, подмечают уязвимость, ревность Джулики, используют это и развивают эту ситуацию в негативное русло, чтобы в итоге просто про это забыть или оставить на произвол судьбы? Нет. Чтобы апогей этого конфликта случился на мероприятии, и подготовленная Акума вселилась в Роуз, Прем или Джулику, дабы продолжился дальнейший план Хризалис. Это все было бы очень в духе нового 6-го сезона Леди Баг, с его неожиданными сюжетными поворотами и неожиданными злодеями. Ну и конечно же, все это подводит нас к тому, что финал 6-го сезона взорвет наш мозг, и мы будем долго плакать. И Адриан в очередной раз напомнил нам об этом. Он сказал такую фразу Маринет: «Меня может огорчить только одно, если ты не решишься сказать мне правду». Конечно, он это сказал в контексте другой ситуации и наоборот, чтобы поддержать Маринет. Но мы-то понимаем, что так авторы мультсериала точно дают нам понять: ложь Маринет всплывет наружу, и это станет разрушающим фактором в отношениях Маринет и Адриана. И это будет больно, это будет трагично, и это будет стекло, и это просто будет. Идеальное отношение Маринет разрушится, и виновата в этом будет только Маринет и Натали. Ладно, давайте немножечко отвлечемся от грядущих трагических сюжетов и просто коснемся кое-чего тоже грустного. Леди Баг становится Аркейном, Джулика Куфен. Я очень ждал ее личную сюжетную линию в 6-м сезоне, но оказалась она не особо большой и глубокой. Но как будто это не особо нужно было. Джулика много потеряла из своей жизни. Сначала папу, потом Луку, теперь и Роуз, который и так находится в каком-то смысле на грани жизни, так и еще эмоционально отдаляется, по мнению Джулики. Конечно, финал серии расставил все на свои места, но очень интересно, что в сюжете есть и такой сложный и замкнутый персонаж, о котором мы не особо много знаем, но нам и этого достаточно, чтобы ей сопереживать. Ну а ваши мысли я ожидаю в комментариях под этим видео. Обязательно поделитесь своими впечатлениями от серии. И я могу вас поздравить. Теперь официально состоялись премьеры с 1 по 16 серии 6-го сезона без пробелов. Осталось ровно 10 серий до финала сезона, и чувствую я, нас ждет нечто жаркое. Потому что слишком много удочек уже было закинуто. Много чеховских ружей, двойных агентов и недосказанных тайн. Настало время раскрывать карты, и мы не будем к этому готовы. И поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить нового и самого важного по вселенной Miraculous Леди Баг. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!